Привет! Настало время получить оставшиеся ответы на ранее интересовавшие нас вопросы. Как им удалось победить голод и выжить? Одна группа охотников могла окружить животных и вести охоту с безопасного расстояния. Некоторые антропологи даже считают, что именно дальнобойное оружие помогло человеку разумному вытеснить неандертальцев. Пока один вид подходил вплотную с тяжелым копьем, другой уже научился поражать цель издалека. И здесь история делает новый поворот. Лук изменил не только охоту. Он впервые дал человеку возможность побеждать еще до того, как враг успевал приближаться. С этого момента расстояние перестало защищать добычу. Впервые в истории человек получил настоящее преимущество над всем живым миром. После появления лука человек наконец получил преимущество. Теперь можно было охотиться издалека, избегать смертельной схватки и добывать больше пищи. Но у древнего мира были еще козыря в рукаве. Стрела не всегда могла остановить добычу. Вот одно из развитий события на охоте примерно 60-70 тысяч лет назад, где-то на территории современной Южной Африки. Перед нашим охотником крупное животное, возможно, антилопа или дикий бык. Стрела попадает в цель, лишь ранив зверя. Он все еще может убежать на километры или и вовсе развернуться и убить охотника. Человеку снова нужен был способ стать сильнее. И тут, ища, он нашел выход, который выглядит почти пугающе современный. Сделать оружие умнее, а не мощнее. Не убивать сразу, а заставить жертву погибнуть позже. Так начинается история отравленного оружия. Так же, как и с луком, ученые считали, что люди начали использовать яды сравнительно недавно, примерно 7-10 тысяч лет назад. Но археологические открытия перевернули представление об интеллекте первобытного человека. Как упоминал ранее, в той же пещере Сибуду в Южной Африке исследователи обнаружили миниатюрные каменные наконечники возрастом около 60 тысяч лет, на которых сохранились химические следы веществ, похожих на растительные токсины. Полученные данные в исследовании позволяют утверждать, первобытные люди уже тогда делали отравленные стрелы. И это невероятно важный момент. Потому что яд выводит оружие на гораздо более высокий уровень эффективности. Это первая попытка человека улучшить оружие с помощью науки природы. Исследователи предполагают, что древние охотники использовали токсичные растения, ядовитые соки деревьев, возможно, вещества из насекомых или змей. Яд наносили на наконечник стрелы или легкого копья. Даже если рана была небольшой, спустя время животное слабело, теряло силы и погибало. Теперь охотнику уже не нужно было вступать в прямую схватку. Достаточно попасть один раз. Остальное делало время. Представь прорыв в поведении при охоте. Группа людей выслеживает добычу после попадания. Не атакует сразу, не рискует жизнью, просто ждет. Тут уже не грубая сила, не размен кто кого, а стратегия, терпение и понимание причинно-следственной связи. Некоторые археологи называют использование ядов одним из первых признаков сложного абстрактного мышления у человека разумного. Он начал понимать, можно воздействовать на мир не только руками, но и знаниями. И здесь история оружия делает еще один важный поворот. Первое обновление оружия в истории было не из металла, а из интеллекта. Человек впервые понял простую, но мощную идею. Побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто лучше использует природу в свою пользу. Если посмотреть на историю человека честно, возникает неудобный вопрос. А стал бы человек вообще хозяином планеты без оружия? Скорее всего, нет. Примерно 200-300 тысяч лет назад, когда появился человек разумный, он был уязвимым существом. Не был быстрее волков, сильнее медведей
или опаснее крупных кошек. В природе человек почти не имел преимуществ. Но одно преимущество в создании инструмента изменило все. Именно оружие, в начале труда, после и боевое, постепенно превратило слабое существо в доминирующий вид. Сначала оно помогло просто выжить. Копья дали возможность охотиться на крупных животных, лук позволил убивать с безопасного расстояния, каменные наконечники повысили эффективность охоты, а яд сделал человека опасным даже для существ, которые были в десятки раз сильнее. Оружие изменило не только человека, оно изменило саму цивилизацию. Представь небольшую группу людей примерно 20-40 тысяч лет назад. В те времена община могла добывать еду только на ближайшей территории. Но новое оружие сделало охоту успешнее. Люди начали добывать больше мяса, запасать пищу и выживать зимой. А значит, население росло, племена становились больше, появлялось разделение ролей. Пока одни охотились, другие могли делать инструменты, шить одежду, заботиться о детях. Так оружие неожиданно стало фундаментом общества. Но была и обратная сторона. Технологии охоты однажды начали применять друг против друга. Археологи находят следы насильственных смертей уже 10-13 тысяч лет назад. Например, на стоянке Джебель-Сахаба в долине Нила обнаружили человеческие скелеты со следами каменных наконечников стрел и копий. Это считается одним из древнейших известных свидетельств организованных конфликтов между группами людей. Получается странная правда истории. Оружие сначала спасло человека от природы, голода и вовсе решило судьбу выживания вида. А потом столкнуло людей между собой. Несмотря на суровое время, его влияние только росло. Без оружия не было бы великих переселений народов, завоеваний империй, рыцарей, самураев и армий, пороха, пушек и современной техники. Но это уже другая история. По сути, история человечества — это одновременно и история развития оружия. Каждая эпоха оставляла свой след. Каменное копье равно бронзовому мечу, который, в свою очередь, равен железному клинку. Далее порох равен автомату. Далее высокоточное оружие. И вот парадокс, который проходит через всю историю. Оружие никогда не было просто способом убивать. Оно меняло баланс сил, определяло, кто выживет, кто победит и кто будет писать историю. Потому что в какой-то момент человек понял одну вещь. Судьбу мира решает не тот, кто сильнее, а тот, чьи инструменты лучше.